Причин, по которым может задерживаться беременность, существует множество. В основном это причины медицинского и физиологического характера, но они не рассматриваются на этом сайте психологической направленности. Но и по чисто психологическим причинам тоже может иметь место задержка наступления беременности. Давайте рассмотрим, какие это могут быть причины. Из видео «Что такое человек и что такое эмоции» вы уже знаете, что внутри нас существует как минимум 4 центра принятия решений, и как минимум 3 из них могут препятствовать приходу ребенка. Рассмотрим различные причины задержки прихода ребенка более подробно. Как может препятствовать рождению ребенка ваш рептильный мозг? Совсем несложно. Возможно, когда-то вы испытали сильный стресс в ситуации, когда другая женщина сильно пострадала из-за рождения ребенка. Вы человек впечатлительный, поэтому когда вы примерили ее ситуацию к себе, вы сильно испугались того, что такое может быть и у вас. А таких ситуаций немало. Например, у кого-то ребенок умер через год-два после рождения, и родители погрузились в сильнейшую депрессию. Или родился ребенок с тяжелым врожденным заболеванием, и родителям теперь придется заботиться о нем всю оставшуюся жизнь. Или ребенок родился с ужасным характером и почти с младенчества начал отравлять жизнь своим родителям. Или вообще мать умерла при родах, так хоть и редко, но бывает. Вы примерили их ситуацию на себя и испытали ужас. Это сильный вариант эмоций и страха. Этот эмоциональный всплеск создал в вашем теле эмоциональный блок, который начал заботиться о том, чтобы такой же ужас у вас в жизни больше никогда не повторился. Как задержка с беременностью может быть реализована? Рептильный мозг умеет договариваться с другими нашими внутренними органами, чтобы они помогали ему решать его задачи. Например, когда ребенок очень не хочет идти в школу, но не имеет для этого достаточных оснований, то рептильный мозг взаимодействует с тем внутренним органом, который поддерживает в нас стабильную температуру. Этот орган поднимает ему температуру на 1,5 градуса, и у ребенка появляются серьезные основания не ходить в школу. Точно так же рептильный мозг может договориться с органом, отвечающим за появление беременности, и блокировать ее наступление, и тем самым уберечь потенциальную маму от переживания сильных страхов, связанных с рождением ребенка. А если в семье первый ребенок уже болен ДЦП, а мама хочет второго и только здорового, то без специальной психологической проработки шансов забеременеть у нее очень мало. То есть рептильный мозг, выполняя свою защитную функцию, может блокировать приход ребенка. Как выбраться из этой ситуации? Нужно полностью убрать из себя любые страхи, связанные с рождением ребенка. Поскольку любой страх – это эмоциональный блок, возникший в вас в момент сильного негативного переживания в прошлом и который теперь защищает вас от повторного переживания такой же эмоции, то для самостоятельного избавления от него мы рекомендуем использовать технику прощения. Вы уже можете знать, что любые изменения в себе мы рекомендуем начинать с полной очистки своего тела от накопленных в нем эмоциональных блоков, которые возникли во время ваших негативных переживаний. Очистку тела от эмоциональных блоков мы рекомендуем делать с помощью приема «эффективное прощение». Он дает достаточно быстрый эффект. Но на использование этого приема существуют ограничения по состоянию здоровья, не нарушайте их, пожалуйста. На этом сайте есть отдельный раздел 2.4 под названием «Убираем страхи». Вы можете перейти туда и там поработать с вашими страхами, а можете продолжить работу на этой рабочей странице. Какие эмоциональные блоки вам нужно будет убрать в себе, если вы очень заинтересованы в приходе ребенка? Прежде всего, вам нужно будет убрать эмоциональный блок, возникший в результате вашего недовольства собой, претензий к себе или предчувствия вины. Это обязательно. Затем вам нужно будет проработать с прощением жизни в целом. Когда у вас долго не наступает беременность и нет серьезных физиологических оснований для этого, у вас явно возникает мысль о том, что вас за что-то наказывают. А за что наказывают, вы не понимаете. Поэтому это наказание выглядит несправедливым. Или могут быть мысли о том, что жизнь несправедлива по отношению к вам, поскольку не дает вам очень желанного ребенка. В ходе этих переживаний у вас в теле возникает эмоциональный блок, который может блокировать приход ребенка. Этот блок нужно обязательно убрать из себя.
Еще у вас могли быть очень напряженные отношения с кем-то из близких родственников, которые буквально требовали от вас родить ребенка. Так бывает. По отношению к этим родственникам у вас в теле образовался большой эмоциональный блок, который тоже нужно обязательно убрать. Ну и могут быть еще какие-то люди или обстоятельства, с которыми вы отчаянно боролись, и в ходе этой борьбы у вас в теле мог возникнуть большой эмоциональный блок. Его тоже нужно обязательно убрать. Еще одной из возможных причин, из-за которой ребенок не хочет приходить к вам сейчас, может быть то, что вы возлагаете на ребенка несвойственную ему задачу наполнить смыслом вашу жизнь. Он хочет просто родиться и счастливо жить, а не решать за вас задачу наполнения смыслом вашей жизни. Либо с помощью ребенка вы хотите решить несвойственную ему задачу, например, наладить отношения с вашим мужем. Ваши отношения находятся в очень плохом состоянии, то есть семья находится на грани развала, и вами движет совсем простая идея. Вот родится ребенок, и он снова объединит нас. При этом вы явно не думаете о том, что в таком варианте ребенку придется все время болеть, тогда родителям не останется времени на конфликты, им нужно будет все время заниматься здоровьем ребенка. А какому ребенку хочется приходить только для того, чтобы настойчиво болеть первые десяток лет, чтобы отвлечь родителей от борьбы между собой? Вот он и не приходит. В этом случае нужно просить прощения у будущего ребенка за то, что вы хотели возложить на него несвойственную ему функцию. Идем дальше. Еще у вас есть центр готовых решений или подсознания. Этот центр тоже может создавать вам проблемы с беременностью. Например, вы могли когда-то дать себе команду никогда не рожать ребенка. И теперь центр готовых решений выполняет эту вашу команду. Как вы могли дать себе команду не рожать? Таких ситуаций бывает много. Это могло произойти в глубоком детстве, когда вы страдали от невнимания или избыточного контроля родителей, и вы в порыве протеста заявили себе что-то типа «когда я вырасту, у меня никогда не будет ребенка, чтобы он не мучился так же, как я сейчас». Или, возможно, вас достал своими требованиями родить ребенка кто-то из близких вам людей, и вы в порыве гнева заявили себе что-то типа «никогда не рожу назло вам» или что-то подобное. Вариантов может быть много. Как убрать из себя подобную негативную программу поведения, которая реализуется вопреки вашему нынешнему желанию иметь ребенка? Для этого существуют различные инструменты. Например, если вы хорошо помните ситуацию, когда вы дали себе команду не рожать ребенка, вы можете отменить ее с помощью приема «поход в кинотеатр». Этот прием имеется на этой рабочей странице в зоне 3. Если ситуацию вы не помните в подробностях, но есть какое-то воспоминание о том, что что-то подобное было в вашем прошлом, когда вы поклялись не иметь ребенка. Подобная команда на запрет рождения ребенка называется негативное убеждение, НУ. Значит, вам нужно отменить свой запрет на рождение ребенка, если вы когда-то его себе дали. Это делается с помощью позитивных утверждений, которые должны создать в вас новую программу поведения по отношению к ребенку. Позитивные утверждения нужно будет составить по определенным правилам и затем загрузить их себе в центр готовых решений с помощью какой-то практики. Например, с помощью приема «эффективное самопрограммирование». И тогда ваша внутренняя блокировка прихода ребенка исчезнет. Но это делается только после очистки тела от эмоциональных блоков. Но и это еще не все с внутренними барьерами на пути к рождению ребенка. В методике есть такое понятие, как идеализация. Идеализация – это сверхважное для вас убеждение или ожидание, при нарушении которого вы погружаетесь в борьбу за то, чтобы все было только так, как считаете правильным вы. У вас может иметься идеализация цели. Идеализация цели чаще всего возникает на работе, где вы ставите перед собой какие-то цели и всеми силами стараетесь сделать так, чтобы ваша цель реализовалась. А если возникают задержки на пути к цели, вы испытываете бурю негативных эмоций. Все то же нередко бывает у женщин, желающих любой ценой родить ребенка. Когда ребенок не приходит сразу, у обладательниц идеализации цели возникает внутренний протест, почему возникает задержка. У них в голове непрерывно крутятся характерные мысли типа «я любой ценой должна родить ребенка». Без ребенка это не жизнь. Без ребенка в моей жизни нет никакого смысла.
жизнь начнется, когда родится ребенок. То есть здесь каким-то образом повторяется ситуация, когда на ребенка возлагается задача наполнить смыслом жизнь матери. Но это не обязательно так. Но еще идеализацией цели может обладать активная и вполне самореализованная в карьере женщина, которая поставила себе в качестве одной из целей родить ребенка. И когда эта цель вдруг не реализуется, несмотря на все ее усилия, она может погрузиться в сильную внутреннюю борьбу. А как известно, с чем борешься, что осуждаешь, то и получаешь. Осуждаете отсутствие ребенка, постоянно воспроизводите это состояние. Каков выход из этой ситуации? Он вполне очевиден. Нужно убрать из себя идеализацию цели родить ребенка любой ценой. Для этого нужно заложить себе в центр готовых решений набор новых убеждений о том, что отныне ваша жизнь прекрасна в любой момент времени, что впредь вы живете полноценной и радостной жизнью, независимо от того, имеется ли у вас ребенок, что ваше будущее прекрасно в любом варианте, вы позитивны и довольны своей жизнью в любой момент времени. Загрузить в себя набор нужных вам позитивных утверждений, отменяющих идеализацию цели, вы можете с помощью приема «Эффективное самопрограммирование». Более подробно о работе с идеализациями вы можете узнать в разделе 13 «Убираем свои идеализации и стрессы». Как видите, имеется немало чисто психологических барьеров на пути к рождению ребенка. И их обязательно нужно убрать из себя, если вы хотите стать матерью. И с этим имеются некоторые сложности. Но это еще не все. Еще очень важно иметь в голове правильные ожидания по отношению к будущему ребенку, поскольку через ребенка часто реализуется принцип «ты получаешь то, что осуждаешь». Вы прекрасно знаете о ситуациях, что когда родители ждут только мальчика, то с очень большой вероятностью рождается девочка. Все тоже относится к другим требованиям к будущему ребенку. В книге «Советы брачующимся», забракованным и страстно желающим забраковаться, есть глава относительно будущего ребенка. И там есть несколько примеров ситуации горького разочарования родителей после рождения ребенка. Например, семья ученых хотела ребенка любого пола, но только умного. В результате у них родился ребенок с пониженным уровнем развития. И есть другой пример, когда мама с очень слабым здоровьем, лежавшая на сохранении почти все 9 месяцев беременности, родила абсолютно здорового ребенка, вопреки всем прогнозам врачей. Просто когда она забеременела, у нее была одна мысль: мне все равно, какого ты будешь пола, будешь ты красивым или некрасивым, умным или не очень, главное, чтобы ты был здоровым. Где-то в середине беременности она спохватилась, что не принимает больного ребенка, и резко изменила свой настрой. Теперь она ждала ребенка всякого, лишь бы он пришел. Она мысленно обещала, что будет любить его независимо от его пола, внешности, уровня развития и всего прочего, то есть будет любить всякого. И у нее родился совершенно здоровый ребенок. То есть высказывать пожелания о каких-то особенностях будущего ребенка можно, это не возбраняется и может дать нужный вам результат. Но это должны быть не более чем легкие пожелания. А в целом вам нужно настроить себя на то, что вы готовы любить любого ребенка без всяких ограничений и требований. Причем этот настрой относится как к маме, так и к папе ребенка. Но эта наша рекомендация не должна привести к конфликтам со стороны мамы, требующим от папы изменить свои ожидания к будущему ребенку. Максимум можно высказать ему свои мысли на этот счет, и нужно оставить его в покое. Все инструменты для реализации нужных вам изменений вы найдете на этой рабочей странице. В зоне 2 вы узнаете и сможете использовать те готовые инструменты, которые имеются у нас по теме помощи в вопросе появления беременности. В зоне 3 вы можете поработать над очисткой своего тела от эмоциональных блоков, над сменой своих неправильных убеждений относительно прихода ребенка. И там же можете поработать над своей идеализацией цели. И тогда вероятность прихода к вам столь желанного ребенка намного увеличится. У нас было множество случаев, когда после работы над своими идеализациями и негативными убеждениями у участниц тренингов успешно рождался ребенок. Все тоже может быть и у вас. Действуйте!